После того, как не стало мужа, в моей душе осталась пустота. Огромная, черная, непролазная. Ощущение, что светлая сторона жизни навсегда закрыта, настигло меня везде. Я не хотела ничего. Ни новых лиц, ни обязанностей, ни тем более близости. Потому что за ней всегда приходила боль. А мне было достаточно боли. Каждое утро я вставала и выполняла все привычные действия. Готовила завтрак, убиралась в доме, следила за огородом, в котором выросли дикие сорняки, расползающиеся, как мои переживания, заполненные болезненными воспоминаниями о муже. Словно конвейер, я жила в автоматическом режиме, и вечная тоска прижимала к земле, не позволяя поднять глаза на солнечное небо. Я просто ждала. Дочь это понимала, но не сдалась. Она со всей уверенностью пыталась протянуть мне руку помощи, делая все возможное, чтобы вернуть меня к жизни. Она приносила мне книги, ставила любимую музыку, настаивала на совместных прогулках. Но ни одно ее желание не побуждало меня действовать. Я только кивала в ответ, испытывая глубокую вину за то, что не могла вернуться к нормальной жизни, как будто ее страхи походили на мои собственные и только усиливали мою безысходность. «Мам, тебе нужно заботиться о себе», — говорила она из-за стола, глядя на меня с настойчивостью. «Тебе нужно, чтобы кто-то тебя ждал дома». Я решила, что отвечу ей с шуткой, пытаясь разрядить обстановку. «Я тебя жду», — произнесла я с легкой улыбкой, но знала, что шутка не удалась. В ее глазах я прочитала тонкую нить тревоги. Она осторожно покачала головой, будто искренне сожалела о том, что не могла найти более подходящих слов для своей матери. «Нет, ты просто живешь автоматически, а я хочу, чтобы ты действительно жила». Я вздохнула, осознавая, как далеко я отошла от счастливой жизни, заполненной событиями и встречами. Время летело, оставляя за собой лишь серое облако воспоминаний, которые, казалось, поглотили меня целиком. Через несколько дней она пришла домой с необычной коробкой, ставя ее у входа. Открыла ее, и я увидела внутри его. Маленький пушистик, кремового цвета, с белым пятнышком на носу, настолько крошечный, что я решила, это игрушечный собачонок. Я была просто шокирована. Он пискнул, вильнул хвостом и, даже не раздумывая, запрыгнул мне на топок. С его мохнатыми лапами он казался совершенно неуместным в моем затянутом одиночеством мире. «Он твой», — сказала дочка с гордостью. «Его зовут Платон. Из приюта. Маму сбила машина. Он один. Остался». Я внезапно ощутила, как противоречивые мысли заполнили мою голову. Я хотела возразить, сказать, что не потяну. Из-за возраста, что это слишком сложно, грязно, холодно. Но, глядя на него, на его милые, искренние глазки, все возражения рассыпались, как песок под дождем. Он поднял голову и впился своими глазами в мое сердце, словно прямо с пронзительной искренностью говорил мне: «Я тоже нуждаюсь в тебе». Я назвала его Платоном. Почему? Не знаю. Просто имя пришло, как будто он всегда носил его в себе. С появлением Платона жизнь потихоньку начала возвращаться. Мы вставали поутру, как будто замедленная пленка вновь вернулась к нормальному ритму. Я брала с собой термос с кофе, а он носился по берегу озера, гоняя голубей и листья. Это был первый признак, что я снова начинаю чувствовать жизнь вокруг. Платон был до смешного нелеп, с длинными лапами, серьезными глазами и вечным энтузиазмом, который он не стеснялся демонстрировать. Он не просто стал щенком. Он стал моим якорем, моим источником радости и тепла, даже в самые хмурые дни. Я стала снова улыбаться, здороваться с соседями, даже с Ларисой Георгиевной, той самой, с которой не разговаривала 10 лет после спора о бельевых веревках. Каждое утро, проходя мимо ее дома, я чувствовала отказ от ненужного тяжелого бремени. Платон стал не только моим компаньоном,
но и связующим звеном с окружающим миром. Прошло 11 лет. 11 чудесных лет, наполненных теплотой и надеждой, а Платон всегда был рядом. Зима выдалась мягкой, но снежной. Озеро частично замерзло. На некоторых участках лед выглядел хрупким и ненадежным. Я всегда держала его на поводке, особенно у берега, как будто инстинктивно предчувствовала, что ледяная гладь может обмануть нас одной неожиданной трещиной. Но в тот день, находясь в спокойной беседе с дочерью, отвлеклась. Дочка позвонила, разговорились. Я отпустила карабин, даже не обратив на это внимания. «Только далеко не беги, слышишь?» — крикнула я ему, надеясь, что он поймет. Он посмотрел на меня, как будто уловил мой тон и рванул вперед. И в этот момент он вышел на лед. Раздался треск. Я обернулась в ужасе, когда лед растрескался вокруг, утратив свою прочность. В следующую секунду он провалился. Я бросилась к полыне. Сердце колотилось в груди. Лед растрескался, и он уже болтался в ледяной воде, барахтаясь, визжа и цепляясь лапами. В тот момент, когда его глаза встретились с моими, страх сжался. Я даже не подумала, не вспомнила про возраст, про свою больную спину. Я просто бросилась в воду, как будто ее холодный поток мог поглотить все невзгоды и страхи. Она была ледяной, как иглы. В первую секунду мне показалось, что дышать нечем. Я ощутила, как вода заполняет легкие, заставляя меня тщетно бороться с потоками холода. Я чуть не потеряла сознание, но не могла позволить этому случиться. Я вспомнила о Платоне, о его беззащитной жизни. Затем боль прорезала мой разум, но это была не физическая боль, а отчаяние, которое подстегивало. Только цель. Я отчетливо понимала, что должна спасти его, и подплыла к нему, обхватила его своими руками, но он выскальзывал. Мы с ним оба могли не выбраться. Внезапно кто-то мне помог. Руки, ремень, голос. Я не понимала, что это значит, но была счастлива, просто счастлива, что не одна. Нас вытащили на берег. Я лежала, дрожа, зуб на зуб не попадал. Он был рядом, маленький и мокрый, но все еще живой. Мы пережили это вместе, как странное объединение судеб. Нас увезли. Я в больницу, он к ветеринару. У меня все обошлось, я даже не чувствовала боль, а у него тоже все прошло без серьезных последствий. Он выжил, как и я. Когда нас выписали, счастливая улыбка осветила мое лицо, но я не понимала, как и почему. Будто все это зрело во мне. Платон подвывал, прижимаясь к моей руке, будто извиняясь за беспокойство, которое он мне доставил. Я бы прыгнула снова без колебаний, потому что в тот момент он был всем для меня. Он стал не просто собакой, он стал частью моих отрадных воспоминаний. Прошло немного времени, и я уже почти забыла о том ужасе, как ко мне в аптеке подошла женщина с доброй улыбкой на лице и интересом. «Это вы в воду за собакой кинулись?» — спросила она, словно искала повод для дружбы. Я кивнула, вспоминая, как ледяная вода охватывала меня, и слыша ее голос, как вынужденное возвращение к реальности. А она улыбнулась. «Вы смелая, и у вас доброе сердце. Но я не про смелость. Я просто не смогла иначе. Это было не о смелости, это был неосознанный порыв, когда мир за пределами решения вдруг стал реальным, когда каждый миг общения напоминал мне о том, что жизнь продолжается». Платон стал ближе, словно удивленный тем, что происходит в нашем доме. Он будто понял, следил за мной с озорным сиянием в глазах, спал рядом, ходил за мной повсюду. Я порой задавалась вопросом, каким образом он осознает всю глубину связи, которая нас объединяет. «Он теперь твой телохранитель», — шутила дочка, подмигивая мне, когда мы вместе сидели на кухне и делали домашние дела. «Он теперь мое сердце», — говорила я, и это было правдой. Он стал частью меня.
моей новой жизни. С приходом весны я увидела, как озеро оттаяло. Новый сезон принес с собой радость, как будто каждый блинчик, который мы жарили вместе, напоминал о том, что с каждым новеньким днем может произойти что-то по-настоящему удивительное. Мы снова гуляли. Я с термосом в руках, он с палкой, которую находил на земле, и с удовольствием носил его как приз, как напоминание о времени, когда все было просто. Однажды к нам подошел мужчина с мягким взглядом и дружелюбной улыбкой. «Это ваша собака тогда под лед ушла?» — спросил он, как будто хотел вспоминать тот ужасный момент. «Моя», — ответила я, обдумывая, как это воспоминание всегда будет со мной. «А вы? За ним?» Его голос прозвучал, и я почувствовала глубокую благодарность, что он смог это сделать. «Да», — произнесла я с легкостью, испытывая отвращение к воспоминаниям и доверие к тому, что произошло в тот удивительный момент. Он улыбнулся и протянул руку. Я была уверена, что он тот самый человек, который вытащил нас из воды. Мы обменялись словами благодарности. И на следующий день он снова подошел. Принес мячик для Платона. «Пусть играет», — сказал он и снова улыбнулся. Так начались прогулки втроем, которые наполнили дни дружеским теплом и радостью. Я вновь почувствовала, как мир проявляет свои добрые стороны. На принятых решениях, на новых встречах, на переживаниях. Каждый разговор с ним был как лучики солнца, которые пробивались сквозь облака моего уныния. Платон крутился между нами, как мостик, выполняя свою роль и связывая головоломные жизненные аспекты. Я ловила себя на мысли, что хочу этих встреч и их продолжений. Каждое утро, дожидаясь Никола, я старалась выглядеть лучше, чем прежде. Я вдруг стала заботиться о себе. Кружила, причесывалась перед выходом на улицу, надевая не старую куртку, а пальто из своего шкафа. А иногда даже смешные красные ботинки, которые мне подарил муж. В один из дней Николай взглянул на меня с надеждой и незабываемой теплотой. «Мам, ты влюбилась?» Смеясь, спрашивала дочка, как будто она знала что-то, чего не знала я сама. «Просто друг», — ответила я, но сердце спорило со мной, словно вело внутреннюю борьбу, полной возможностей. Николай, никак не отказываясь от своих чувств, однажды спросил: «Вы одна живете?» «Да», — ответила я, и в глазах его что-то изменилось. «А я тоже. Может, чаю?» Снова прищурился он, и в этот миг я поняла, что это может быть началом чего-то нового. Так начались борщи, блинчики и рыба по пятницам, которые звучали как карнавальная музыка, сумасшедшая и радостная. Мы не называли это романом. Просто были вместе, в роли соратников по жизни, поддерживающие друг друга на расстоянии. По дороге в неизвестность я обнимала и принимала соболезнования, но теперь они казались легкими, как конфетти. Потом он пришел с коробкой, и в ней была рыжая кошка, пушистая и игривая. «Для компании. Платону будет веселее. И тебе», — произнес он, находя нужные слова и отголоски. Платон сначала ворчал, как будто недоволен своим новым сожителем. Однако со временем привычки улеглись, и вскоре рыжая кошечка стала настоящей частью нашего дома. На наших встречах это стало по-настоящему забавным. Все было тихо и тепло, пока не пришел день, когда Платон подошел ко мне вечером с поводком. Он лежал, просто лежал на своем любимом месте рядом с подушкой, где проводил вечера, прижимаясь ко мне. Я позвала его: «Платоша, пойдем?» Но он не шевельнулся, не ответил. Он моргнул, но не встал. И в этот момент у меня сжалось сердце. Я испугалась, холодный пот пробежал по спине. Я позвонила Николаю, не зная, что еще делать. «Платон не встает», — паниковала я, прижимая телефон к уху, словно он мог услышать и ответить. И мы повезли его в ветеринарную клинику. Хотя, кажется, я понимала, что этот момент неотвратим. Врач посмотрел, прощупал
и без всяких лишних слов произнес: «Печень, старость, может, месяц, месяц, может, год». Я не была готова, несмотря на все годы, проведенные вместе. Я не знала, как мир будет выглядеть без него, но мы прожили вместе еще 5 месяцев. Каждый день был как подарок, который развертывался не спеша, погружаясь в новые яркие воспоминания и сумасшествие жизни. Он ел с аппетитом, гулял понемногу. Радовался, умудряясь найти счастье в каждой мелочи. Кошка, названная Роней, удобно устроилась у него в лапах, тепло раскачивая на своих мягких подушках. Николай приносил игрушки, которые забавляли его, как куклы на площадке. Они вдвоем стали настоящими друзьями, но в один злосчастный день он просто уснул навсегда. В этот момент тяжесть утраты обрушилась на меня, как холодный дождь в бурю. Я всматриваюсь в его спящее тело, не веря, что момент, отнявший у нас его дух, может быть реальностью. Мы похоронили его в саду, на том самом месте, где он любил гулять и играть. Я долго сидела на скамейке у озера, вглядываясь в воду и вспоминая, как он всегда находил во мне точку опоры. Я не могла сдержать слез, осознавая, как он позволил мне научиться прощать и отпускать, заново обретать тот смысл, который когда-то казался потерянным. В мыслях я шептала свои чувства, как будто звала его с небес. В тот день, когда я прыгнула за ним, я думала, что теряю себя. А на самом деле нашла, прошептала вслух, как будто надеялась, что он услышит. «Ты нашла и меня», — ответил Николай, который сидел рядом, его сопереживание стало мне опорой. Нас всех. Теперь дом стал не пространством пустоты, а местом тихого покоя. Кошка мурчит у ног, Николай читает газеты, я вяжу, впитывая любовь, которую восстановил снова с каждой минутой. На стене, выше вязания, висела фотография Платона. На фоне красивого озера с мячиком в лапах он выглядел таким живым, как будто придавал нам силу. Я смотрела на это фото и шептала в воздух, словно взывая к нему. «Спасибо, что был. Спасибо, что научил меня снова жить». Любовь — это не боязнь потерять. Это забота. И теперь, когда каждый день начинался с нового дыхания, я знала, всегда будет что-то, о чем заботиться, даже среди тени утрат. Я заново чувствовала, что мир вокруг продолжается, и моя жизнь, полная любви и тепла, имеет смысл вновь.